От пациентки. Дивертикулит долихоколон. Последние 4 года СП в диапазоне от 25 до 133, лейкоцитоз от 17 тысяч до 23 тысяч. Была операция частичная сигмоидэктомия 17,5 см, хотя говорилось о гемиколонэктомии. Все, что я говорю, это не мои домыслы, а факты. Есть документы, удален аппендикс и здоровые трубы, есть заключение гистопатологическое. Дизурия. В этом году я перестала ходить, минимальная физическая нагрузка сопровождается катехоламиновой атакой и просто адской абдоминальной болью в правом нижнем квадранте, и просто неописуемой болью в пояснице. Справа боль гораздо сильнее. Потом происходит мочеиспускание в объеме 2,5–3 литров, и, наконец, диарея с кровью. Артериальное давление в эти эпизоды 250, 230 на 140, 160. По моим личным ощущениям, будто атаку дивертикулита сопровождает заворот кишок. По типу илиоцеекальной инвагиноцеи. Возможно, я говорю глупость, но по уровню боли это именно так. Клиренс креатинина 2468 мг на 24 часа. Любую пищу могу принимать только с долацином. Я не драматизирую, но я медленно умираю, еще пару таких атак и мне конец. Поверьте, это очень страшная боль. Я знаю, что моя история звучит дико, но это правда. Наши врачи – это лучшие врачи в мире. Говорю абсолютно искренне. Моя близкая подруга была врачом, она погибла в аварии. Простите за это отступление от темы. Это МРТ сделано через 5 дней после атаки. Что вы скажете за состояние почек? Пожалуйста, сделайте подробный видеообзор МРТ онлайн на вашем канале и акцентируйте внимание на кишечнике, толстом и тонком. По поводу толстого кишечника меня интересуют абсолютно все детали: длина, количество дивертикул, длина поврежденного дивертикулитом участка, воспаление. Пожалуйста, дайте описание всех нюансов. Что, по вашему мнению, мне надо сделать, чтобы опять жить как человек? Заранее огромное вам спасибо. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 43 лет. Дата исследования – 16 ноября 2020 года. Визуализирована брюшная аорта и ее магистральные ветви, чревный ствол, верхняя и нижняя брыжеечная артерия, почечные артерии. Каких-либо аномалий развития, аневризм, гемодинамически значимых стенозов нет. Таким образом, добавить к ранее озвученному мнению коллег мне нечего. Каких-либо дефектов артериального русла живота, по данным МР-ангиографии, нет. Желудок расположен правильно, данных за грыжу пищеводного отверстия не получено. Печень увеличена до 215 мм, до 71 мм. Желчный пузырь с признаками деформации в области шейки пузыря, что можно трактовать как косвенный признак дискинезии желчевыводящих путей. Благодаря ангиорежиму мы можем визуализировать Халедах и Вирсундов проток, они не расширены, патологических включений в них нет. Поджелудочная железа без особенностей не увеличена, патологические включения в ней не выявлены. Надпочечники также не увеличены, достоверных данных за наличие объемных образований в них не выявлены. Почки обычных размеров правильно расположены, архитектоника их сохранена. В средней трети латеральной паренхимы правой почки выявлена киста размером 7 на 4 мм. Обращает на себя внимание минимальный отек паранефральной клетчатки обеих почек, более выраженный справа, более вероятный МР-признак воспалительного процесса, также выявлены признаки отека жировой клетчатки вдоль нижней полой вены и аорты. МР-признаки нарушения уродинамики не выявлены с обеих сторон. Мочеточники не расширены, патологические включения в них не выявлены. Убедительные МР-признаки лимфоаденопатии живота не выявлены. Часть толстого кишечника не вошла в зону сканирования, обращает на себя внимание отсутствие толстой кишки ниже селезеночного угла, со слов состояния после резекции. В зоне сканирования в тонкой и толстой кишке патологические включения не выявлены. Убедительных данных за наличие дивертикулов не получено. Жировая клетчатка вдоль кишки интактна. В теле L1 гемангиома 16 на 13 мм. В зоне сканирования яичники правильно расположены, обычные по размерам и структуре. Фолликулы с обеих сторон до 12 мм. Матка в зоне сканирования не увеличена. Мочевой пузырь в зоне сканирования, стенки его тонкие и ровные, в просвете патологические включения не выявлены. Заключение: МР картина гепатомегалии, МР признаки отека паранефральной клетчатки и жировой клетчатки вдоль нижней полой вены и аорты. Гемангиома L1. Для уточнения диагноза рекомендовано КТ органов брюшной полости с пероральным и внутривенным болюсным контрастированием. Ассистент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Из того, что есть на данном исследовании, достоверные выводы делать крайне сложно. По сути, представлена всего одна последовательность. Мне кажется, что основная проблема
это наличие вялотекущего воспалительного процесса в жировой клетчатке живота, вокруг почек, вдоль магистральных сосудов. Но по данному исследованию утверждать это категорично невозможно. Необходимо прицельное исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Лучше всего сделать КТ с контрастным усилением. Менее информативным будет МРТ брюшной полости, с последовательностями, в которых есть жироподавление, ФС, стер или их аналоги.